Вы сейчас увидите необычное видео. Такое на нашем канале происходит редко. Мы расскажем вам сразу 3 истории, и вот почему. Все началось с одной истории про невероятное и очень загадочное исчезновение девушки, совсем юной Юлии Агиенко. Она отдыхала в Сочи и пропала прямо на пляже. И мы стали разбираться в этой истории. И оказалось, что на этом же месте произошла еще одна странная история с молодым спортсменом Алексеем Лесиным. И еще одна с Юсифом Гамидовым. И вот посмотрите сразу 3 загадочные истории, которые объединяет одно место событий и похожие обстоятельства. 3 тайны, у которых точно есть разгадка. Сочи, июль 2021 года. Юля, студентка колледжа из Тамбова, в компании лучших друзей прекрасно проводит время. На своей странице в соцсети она выкладывает много фото и коротких видео и объединяет их одним словом – эйфория. Это просто офигенно! Ходили на море, на экскурсии. Олимпийский парк, по-моему, они ходили. Она мне видео присылала, сообщение, что ей все нравится, все хорошо. В восторге она была. Вот она снимает видео в парке аттракционов и оттуда присылает маме голосовые сообщения. И он меня заставил прокатиться вниз головой на очень страшной штуке. Я чуть не умерла. Вот. Сейчас пойдем на американские горки. Я чуть не умерла после американских гор. Мы идем на самый страшный аттракцион в России. 100 км в час. Вообще неизвестная штука. Короче, если я умру, мама, я тебя люблю. Мама, я покаталась на этой штуке, которая самая страшная. Там вообще капец. Думал, помру. Господи, живая. Иду, ноги ходуном. Здесь же, в Сочи, Юля познакомилась с парнем из Уфы по имени Назар. И теперь они часто отдыхали вчетвером. Назар, Юля и ее друзья из Тамбова, Наташа и Данил. 28 июля вся компания отправилась в Адлер. На следующее утро Ларисе позвонили друзья дочери. С Данилова телефона звонят. Я беру трубку, хотел сказать: Юль, ты почему не заряжаешь телефон? Почему с Данилова телефона? Наташа мне говорит: тетя Ларис, Юля пропала. Я говорю: в смысле, как пропала? Не ночевала дома. Я говорю: и когда это было? Они говорят: ночью. И вот я начала искать билеты. Начала звонить 112 и сказала, что у меня ребенок пропал. Друзья рассказали, что тот самый день был совершенно обычным. Точнее, таким же чудесным, как и все другие дни в Сочи. Они гуляли, развлекались, вечером зашли в клуб. Там подруга Юли, Наташа, познакомилась с каким-то парнем. Плясали, веселились, в общем, делали все, что делают молодые люди в курортном городе. А после часа ночи пошли на пляж. У нас была традиция, мы всегда сидели вечером в море. Сидели там, слушали музыку, что-то смеялись, общались, тоже все нормально. Потом Наташа с этим парнем решили пойти в магазин. Назар Юле говорит: пойдем купаться. Юля говорит: ну как я пойду, у меня купальник нет. Ну ничего страшного. Пошла она в шортах и в бюстгальтере. Я там пытаюсь отговаривать, говорю: не надо, мне страшно, потому что темно. Вот меня никто не послушал, они пошли, я был на берегу, они положили вещи, с этими вещами я стоял, сел на них фонарем, ну где-то они там, может, поплавали, ну как плавали просто, так сказать. Болтыхались у берега, никто не заплывал, может там, от силы минут даже, скорее всего, меньше. Потом, когда вышли, Назар ей говорит: Юль, пойдем ополоснемся.
Ну, опять момент, Юля после моря никогда не ополаскивается. Вот это ощущение соли ей очень нравится. Когда уже домой приходим, она всегда там ополаскивалась. Почему она в этот раз пошла, не знаю. И почему она не взяла телефон, тоже не могу ответить. Он всегда был с ней. Где она оставила телефон? На берегу моря Данил остался там. Юлина сумочка, паспорт, телефон, обувь. Вот обычно на пляжах душ открытый. А там что, кабинка? Как это выглядело? Если будем стоять, нас будет видно со всех сторон практически. Давайте посмотрим внимательно на место, где все происходило. Мы сняли его подробно, потому что это важно для нашей истории. Бар или клуб, где отдыхали ребята, находится в большом развлекательном центре на берегу моря. Там много всяких кафе, баров, клубов. От моря центр отделяет набережная. И дальше благоустроенный пляж с раздевалками и душем. Где-то минут 20 их не было. И он уже встал, начал собирать вещи и хотел идти навстречу им. Но идет Назар. Он у него спрашивает: «Назар, а где Юля?» Он говорит: «Сзади Юля идет». Посмотрели, Юли нет. Но Данил говорит, Назар был рассеянный, какой-то не такой. Они побежали туда, Юли не было. Данил позвонил Наташе, что пропала Юля. Они начали бегать, там еще бунгало были, по бунгало. На берегу моря было очень много народа, несмотря, что время уже было 2 час, около 2. Набережная была освещена, как и часть пляжа, там, где раздевалки, душ, бунгало. Чем ближе к воде, тем темнее. Но все равно это не полный мрак. И все-таки никто, нигде Юлю не видел. Мы вызываем Наташу к охраннику, говорим, вот у нас подруга пропала, вы такое видели? Он такой, да, видел, вот была похожа, он как раз стоял вот прямо на набережной. То, что я говорю, ее похожую девушку, пошла в ту сторону баров. И мы ему говорим, давайте, пожалуйста, посмотрим камеры. Нам охранник говорит, нет, только с полиции. Странно, конечно, что Юля в мокром топике, в лосинах, босиком, без вещей и без телефона вдруг отправилась в сторону бара. Но хоть какая-то информация. Позже друзья вернутся сюда уже с полицией и с мамой Юли. И на видео с камер наблюдения увидят девушку, очень похожую на Юлю. Вообще во всех 3 историях были камеры, которые фиксировали все происходящее. И все они будут связаны с ночными клубами. Вот камера снимает героя нашей 2 истории, Алексея Лесина, за несколько минут до трагедии. Его найдут на том же пляже, где исчезла Юля. Ребята в панике бегали, искали Юлю до утра. Все очень волновались. Все, кроме Назара. По крайней мере, так казалось ее друзьям. Назар вел себя как-то странно спокойно с момента, как вернулся без Юли. Плавали, они были вдвоем очень веселые. Там и смеялись, и орали, типа, и круто, и классно. А потом резко такой пришел, спокойный. Мне показалось странные ответы. Я вышел из душа, я пошел вперед, она пошла за мной. Что-то как-то странно. Почему вместе не пойти? Он был подвыпивший. Насчет каких веществ я это тут, конечно, не знаю, но состояние было очень расслабленное. Вот как будто такой, да нормально. Шла за мной. Реакция должна быть другая у человека, такое случается. Нас Наташа там трясло. Мы в сутки не могли, вообще там, как в фильм ужасов попали. Еще тем более молодые, там только 18 лет исполнилось. Но он был очень спокойный. Ни малейшего там стресса, переживания. Друзья сразу же обратились в полицию. К поиску присоединились волонтеры Лизы Алерт. В Адлер приехали мама и дядя Юли. И вот следователи позвали их посмотреть видео с камер наблюдения. К сожалению, у Ларисы нет этого видео, и сейчас вы поймете почему. А пока я вам точно опишу, что там было. Был вот такой фрагмент на видео. Назар и Юля выходят из зоны душа. Первым идет Назар, за ним Юля.
И потом они попадают в слепую зону. Это такое место, которое не могут снять камеры. И потом из слепой зоны Назар выходит уже один. Потом полиция просмотрела камеры на набережной, у клубов. И больше нигде Юлю не увидели. Это именно в ту ночь. Потом решили посмотреть не только то, что происходило ночью, но и то, что происходило утром. И неожиданно увидели девушку, похожую на Юлю. И показали это видео маме и друзьям Юли. Когда я собиралась, на нервах вся в сумку все заталкивала и поломала очки. И когда я приехала, уже очков у меня не было. И нам показывают камеры, говорят, там девушка побежала в такси. Они говорят, вот Юля, я говорю, я лицо не вижу, говорю, выходки, как у молодежи, похоже, да, очень похоже. Но мне кажется, эта девушка высоковата. Нашла так и посмотрела типа в камеру прям лицом. И вот мы, я помню, на этом моменте вот стопорнули камеру, мы смотрим реально прям ее лицо. Ну, прям глаза, ну, то есть волосы также покрашены, по телосложению. Только единственное, она была в другой одежде. И это нам еще сказали, то, что якобы она пришла с запросом, то, что вот она потеряла телефон и черную сумку кожаную. Походка тоже была Юля. Ну, мне правда очень показалось, что это была Юля. Мы такие все на радости, кто маме Юля говорит, все, сейчас встречу, наругается на нее, что такое происходит. Потом мы посмотрели, ушли. И тут Назар приехал на такси. Данил ему говорит, там показывали девушку, похожую на Юлю. Но на что он ответил? Да это не Юля, Юля утонула. То есть, когда Назар сказал, Юля утонула, вы это слышали? Это я слышала, это слышал Данил тоже. И Назар такой, да хватит вам, она утонула, скорее всего. Я говорю, что ты взял, что она утонула? Я думаю, что она утонула, типа. А почему вы его не спросили, почему ты так решил? Елена, я даже не могу на этот вопрос. Я была вообще, такое ощущение, что я была вообще сама не в себе. В тот момент казалось, что Юля вот-вот найдется. Иностранные слова Назара внимания не обратили, но вскоре полиция вышла на таксиста, который вез из клуба девушку, похожую на Юлю. И уже потом нашли, когда таксиста, все расспросили, куда девушку отвозили, все узнали, но это была не Юля. Мы поехали в уголовный розыск, а они говорят, Юля утонула. Я говорю, почему вы так решили? Говорю, она не глупый ребенок, она после душа уже больше не пойдет в море. Они говорят, мы уверены, что Юля утонула. И вот почему в полиции так решили. Если бы Юля ушла с пляжа, то камеры на набережной ее точно бы сняли. Но там ее не было. А значит, она не покидала пляж. Но что же произошло за эти 20 минут с момента, когда Юля и Назар ушли в сторону душа, а потом парень вернулся один? Полицейские решили допросить друзей Юли на полиграфе. Лариса не верила, что ее дочь утонула. Кто-то из вас наверняка уже подумал, а может Юля была пьяной и плохо понимала, что происходит? Ведь компания до этого развлекалась в клубе. Лариса, а Юля могла выпить, не знаю, бокал вина или коктейль? Они пили коктейль. Да, Данил сказал, что они пили коктейль. Я у него спросила, говорю, я ей звоню, вроде бы не замечала. Он говорит, вот мы в бар пошли, тетя Лариса, мы выпили. Домой, чтобы она приходила пьяной, такого никогда не было. Да, мне ее подружка сказала, тетя Ларис, мы там день рождения, когда чуть-чуть, но чтобы заметно было, это никогда не было. Юля хорошо плавала? Юля умела плавать, да, она с детства умела плавать. Далеко, конечно, никогда не заплывала, боялась, но плавать она умела. Юля вообще была с детства спортивным и подвижным ребенком, а еще занималась танцами. И ходила в детскую модельную школу. Ее снимали в модельный журнал моды воронежский. Она могла себя преподнести. Яркая, веселая, очень открытая. У нее много друзей. Они умели развлекаться. Но при этом и к учебе Юля относилась серьезно. У нее была цель стать врачом-косметологом. Первый шаг – медицинский колледж. Она училась не просто хорошо,
Отлично. И вот после сессии 17-летняя Юля стала уговаривать маму отпустить ее с друзьями в Сочи. Ей так нужен был отдых после сложных экзаменов. Лариса не соглашалась. Дочь просила. Лариса сходила в колледж, и там преподаватели очень хвалили Юлю. Ответственная, умничка. И Лариса сдалась. Тем более, что будет Юля не одна, а в компании лучших друзей. А они чуть постарше. Им уже есть 18 лет. Вот так Юля отправилась в свой первый самостоятельный взрослый отпуск. 3 недели пролетели быстро. Так красиво, так офигенно. Мы покатались на всех самых страшных горках. Вообще, мне очень понравилось тут. Тут еще есть зверушки всякие, океанариум. Это вообще, вот 2300 за это можно, типа, отдать, все окупится. Тут вообще очень-очень классно. Прям нереально. Они созванивались и списывались по нескольку раз в день. У Ларисы на звонок дочери стояла мелодия песни «Мамонтенка» из того самого трогательного мультфильма, где малыш-мамонтенок ищет свою маму. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. И вот Лариса в Сочи ищет дочь. Вот, неделя прошла, ну и куда я не заходила, мне одним словом говорили, что она утонула. Потом, это уже был 5-й день, мне сказали, пишите заявление, чтобы водолазы смотрели дно. Я поехала в МЧС, там был Андрей Зазуля. Он принял у меня заявление, видит я никакая. Я говорю, ну вот, вдруг ее море не вынесет, если она утонула. Он мне на что ответил, море вынесет по-любому, или в Абхазию, или в Новороссийск. Как бы не убеждали Ларису следователи, но ей все-таки казалось ужасно нелогичным, что дочь после душа снова пошла купаться. Лариса рассказывала следователям свои версии, что могло случиться той ночью. Я им начала говорить, вдруг она ее украли, вдруг ее как-то там чем-то. И вытащили на набережную, там посадили в машину. Они мне говорят, когда она выходила на набережную, говорят, ее бы засняла камера. Нет, ее камера не сняла, значит, она утонула. Они начали мне говорить, что там река Мзымда впадает в море. Она, скорее всего, утонула в реке. Говорят, там воронки. Ну, сразу я как бы не знала, что там нет воронок. Когда я приехала домой, я же начала читать, что на этом месте нет воронок, и она не могла утонуть. Там очень мелко. Река Мзымта течет вдоль развлекательного центра, отделяет один пляж от другого и впадает в море. Спустя месяцы после исчезновения дочери Лариса узнала, что ровно на этом же месте произошла другая трагедия. К истории Юли мы скоро вернемся и расскажем заодно, что уже позже в Сочи видели сильно избитую девушку, очень похожую на Юлю. И как Назар, по словам Ларисы, все время рассказывал ей разные версии. И про то, как всю компанию проверили на полиграфе и что неожиданно узнали. А сейчас история Алексея Лесина. Что ее объединяет с историей Юли? Тот же развлекательный центр, тот же пляж и те же объяснения полицейских. Шел по пляжу, упал в реку, река вынесла в море. Родители Алексея посмотрели видео с камер наблюдения и не поверили официальной версии. Ноября 2023 года. Вот Алексей Лесин в шортах, в кофте и с рюкзаком собирается зайти в ночной клуб в развлекательном центре в Адлере. Где-то через 3 часа его найдут на пляже. Но что произошло за это время? Много чего. И это зафиксировали дотошные камеры видеонаблюдения. Тридцатилетний Алексей приехал в Сочи из Чебоксар на всероссийский турнир по футболу среди любительских команд.
Вот он дает интервью местному каналу. Было очень много борьбы. На каждом участке поля была борьба. Но вот ничейная игра, я думаю, заслуженный результат. И та команда не хотела проигрывать. Им нужны были очки. Сейчас надо выигрывать просто вторую игру с большой разницей и уходить с первого места. Кто выиграет больше борьбы, тот и выиграет турнир. Здесь собраны медали Алексея. Конечно, невозможно про каждую медаль рассказать, про каждый турнир. Для нас они очень ценны. Алексей с детства занимается футболом. Это любимая его игра. Он жил футболом, является также и детским тренером. Он был во многих клубах ведущим игроком. У него много достижений, много успехов. Очень часто его признавали лучшим игроком турниров. И вот после соревнований Алексей вместе с командой уже отдыхали, могли себе позволить. Алексей всегда на связи с родителями. И еще дома его ждала маленькая дочь Вика. Он уже купил ей подарки. И не весело, пап. Нам весело, весело. Нет. Весело. Нам так весело с тобою. С мамой девочки они расстались, но сохранили прекрасные отношения. Леша просто обожал свою дочь Викулю. Так в семье ласково называют девочку. Мы очень дружно отметили, уже поздравили. Она загадала желание. Загадывай, Ксюша, чтобы исполнилось. Готова? Не торопись. И вот все ждут Лешу домой. 6 числа утром ко мне позвонил представитель полиции Сочи и сообщил, что мой сын утонул. Для меня и для нашей семьи это, конечно, было шоком. Я не знал, как сказать это, объяснить родным. Вот. Но не верил до конца. Мы были с Викулей на фотосессии. Я даже не знала, Сергей Николаевич ко мне позвонил, сказал: срочно приезжай домой. И когда я ехала, я почему-то думаю, так позвоню к Лёше. Было 12 часов дня, 6 ноября. У Лёши был телефон отключен. Почему-то я сразу почувствовала что-то с Лёшей. Но никак не то, что он умер. Я до сих пор не верю. И у меня перед глазами только вот это видео, как его вытащили с моря. А он лежит такой, вытянулся. Он такой еще высокий у нас. Это прям до сих пор у меня в глазах всегда. И будет всегда, наверное. Нам сказали, что он утонул. Для нас это было шоком, потому что он прекрасно плавал, был в хорошей физической форме и достаточно закаленным. Вот. Это нас больше всего насторожило. Они почему-то думали, я даже уверена, что мы просто похороним своего сына, утонул. Просто написали, что человек утонул по пьяни. Когда родители увидели тело сына и его вещи, то удивление и, как они это называют, настороженность только укрепилось. Передали вещи. Они же не ожидали, что мы эти вещи будем рассматривать. Я как мать, конечно, я рассмотрю эти мокрые, грязные вещи. На футболке мы обнаружили багровое пятно, похожее на кровь. Такое же небольшое размытое пятно было на его кофте. Мы сразу же сообщили в ритуальные услуги, где его готовили к похоронам,
и попросили осмотреть тело. На осмотр мы пригласили специалиста, патологоанатома, который работал в морге. При осмотре в этом же месте, где мы обнаружили пятно крови на футболке, мы обнаружили рану. Ниже. А вот это на позвоночнике. С той стороны, да? Видите, вот внизу. Вон Вот она. это вы имеете в Нет, виду? ниже, левее. Вот да, это? да. Небольшая рана в 2 местах. Патологоанатом сказал, что это не смертельная рана. Она была не глубокая, в виде прокола. Но она была получена еще при жизни, потому что образовалась корочка из крови. Это нас очень насторожило и смутило. Возможно, было воздействие какой-то там электрошокера, потому что очень следы на спине похожи на рану от электрошокера. Но процедуру похорон мы не смогли уже отменить, потому что на похороны пришло очень много людей. Не все даже смогли подняться, проститься, потому что полгорода пришли на похороны, его очень многие знали, очень любили, не только как футболиста, как тренера. Очень много было детей, родителей, взрослых. После похорон родители начали выяснять все детали. Нашли Алексея на пляже где-то в 7 утра. Вот семейная пара замечает на берегу тело. Но что происходило с Алексеем до этого? Где он был? Что делал? С кем общался? Я неоднократно запрашивал у следователя: предоставьте нам камеры видеонаблюдения. На что он мне отвечал: все записи видеонаблюдения сейчас находятся у оперативных работников, они устанавливают очевидцев. Потому что тайное следствие, это нас тоже насторожило, потому что мы имели полное право, со слов юриста, ознакомиться со всеми материалами дела. Наконец, видео родителям показали. И вот что там происходило. 3 часа 38 минут утра. Леша приходит в ночной клуб. Но его не пропускает фейс-контроль. В шортах нельзя. После долгого обсуждения он все-таки попадает в клуб. Алексея хорошо очень видно. Он как раз танцевал в основном около барной стойки в 6-м. Он сам по себе такой весело-заводной, всегда любил быть в центре внимания, веселый, активный. Его очень хорошо по камерам видео наблюдения очень хорошо видно. Он не сидел где-то там в углу, он именно пришел потанцевать. Минут через 20 мы видим, как охранник выводит Лешу из клуба и что-то ему энергично объясняет. Сейчас вы услышите голос за кадром. Это комментирует видео адвокат Лесиных. Она помогает им разобраться, что на самом деле произошло в ту ночь. 3:57. Вот у нас выводит Лесина из клуба. Это камера веранды. И они явно спорят. У них не самая приятная беседа, очевидно. В протоколе ничего не отражено по этому факту. Позже охранник даст объяснение следователям и расскажет, что просто сделал замечание Леше. Тот якобы танцевал, забравшись на колонку, и вообще вел себя чересчур активно. Возможно, охране это показалось слишком ярко и недостойно для них. Но он всегда так себя ведет, достаточно такой яркий, веселый, любитель отдохнуть. У него достаточно звонкий, громкий голос, потому что он работает тренером, у него поставлен голос, и, возможно, где-то, может, его вот такая громогласкость, она показалась для кого-то такой грубостью. Кому-то, может, не понравилось, что он привлекательный, веселый парень, и к нему там подходили девушки, и он, может, там с кем-то разговаривал. Выслушав наставление охранника, Леша вернулся в клуб и продолжил веселиться. Еще через 40 минут мы видим вот такую сцену. Сначала выходит неизвестный парень, вот он, в кожаной куртке. За ним Леша. Парень что-то активно и вроде как возмущенно говорит и показывает на Лесина. В этот период у него был тоже разговор с охраной. Это тоже было видно по камерам. Разговор был на повышенных тонах. О чем они говорили, мне неизвестно. Но охрана объясняет это тем, что у него был инцидент с группой 2 молодых людей и 2 девушек. Но по камерам это не видно. Все это со слов охраны. По их словам, Леша мешал 2 парам отдыхать, вступал с ними в разговоры.
И вот охранники беседуют с Лешей. И он опять возвращается в клуб. Возможно, за вещами. Потому что уже через 8 минут он выходит в кофте и с рюкзаком. А дальше почему-то стоит, и кажется, что он что-то или кого-то ждет. Можно предположить, что парень ждет такси. Но нет. Леша действительно заказывал машину в 4 часа 26 минут утра. Но через 2 минуты заказ отменил. Вот Алексей говорит с кем-то по телефону, но с кем именно, следствие не установило. Проходит до конца веранды и дальше попадает в слепую зону. И в его сторону направляется один из охранников. По камерам, которые мне показали, я увидел со стороны охранника достаточно такое, агрессивное поведение, и он шел быстрым шагом к Алексею, широким шагом с большой агрессией. Это я разглядел. В слепой зоне, да, как раз он разговаривал сперва с одним охранником, потом в эту зону подошли еще 2 охранника. Обратите внимание на компанию молодых людей, которые перестали даже болтать и внимательно следят за тем, что там происходит. Но следствие так их и не допросило, хотя они могли бы существенно прояснить, что именно там происходило. Вот они отходят втроем. На самом деле охранник там был один, и с ним 2 его знакомых. Кто такие и что они там делали, по словам юриста, следствие не установило. Леша постоял еще пару минут и, наконец, ушел. Было около 5 часов утра. До сих пор у меня вот перед глазами. Вот он же такси вызвал. Он же хотел уехать. И он вот так вот посмотрел просто вот так в сторону такси и ушел совсем в другую сторону. Почему? Почему он не поехал? Мне кажется, что все-таки ему назначили какую-то встречу. Хотя вот он такой неконфликтный человек, но если ему назначили встречу, он, конечно, пойдет, чтобы не показаться слабым. Только из-за этого, потому что, еще такие у него глаза, или уж мне так просто кажется, он очень хотел на такси уехать. Ну что его побудило пойти туда на море? От клуба до такси его отделяла лестница, но почему-то он спустился по другой лестнице и направился в направлении реки Бзынта. Это тоже было видно по камерам, за ним никто не шел, но к этому месту, где впадает река Бзынта в море, можно подойти было еще с 3 позиций, там с 4. Нам показали только одну позицию, где шел Алексей. Обратите внимание на походку Алексея, это очень важно. Позже эксперты скажут, что парень был не просто пьян, а мертвецки пьян. Про эту экспертизу будет у нас особый разговор. Леша идет, и до трагической развязки остается меньше 2 часов. Загадочным образом, именно в это время камера наблюдения перестанет работать. Вернемся в лето 2021 года. Поиски Юли продолжаются. Водолазы ищут тело в море, но не находят. Полиция и сотрудники ПДН, подразделения по делам несовершеннолетних, выясняют все детали, что делала девушка до исчезновения, в каком баре компания отдыхала, что там происходило, что пили, с кем общались. И с ПДН-инспектор говорит Данилу: Данил, а вы зачем пошли туда, в бар? Вы не знаете, что там подсыпает, подливает? Я ему задаю вопрос, почему это так, это все разрешено? И он ушел на другую тему, и больше он не продолжал со мной разговаривать на эту тему. А что такое подсыпают, подливают? Ну, не знаю, наверное, что-то, чтобы человек был пьяный или невменяемый. Может быть, ее охранники приметили в баре
Не знаю, как-то, может, в подсобку какую-то, не знаю, но что-то там произошло. Если там говорят, что наливает, подливает, я думаю, это что и люди пропадать тоже так же может. Значит, это все разрешено, только на это внимание никто не обращает. Или просто милиция не хочет работать. Можно теоретически предположить, что Юля после душа пошла в один из баров. Хотя, конечно, версия выглядит странно, учитывая, что девушка была босиком в мокрых лосинах и топике. Но, тем не менее, напомним, что в ту самую ночь, когда друзья искали Юлю, охранник на пляже сказал им, что похожая девушка пошла в бар. Они говорили это в полиции. Потом они бегали по барам. Им сказали, что нет, и такая девушка не заходила. Так, давайте попробуем еще обсудить с вами, какие существовали версии. Значит, что Юля пошла обратно в море и утонула, но тело не нашли. Это вот первая версия. Так? Это у полиции версия. Я думаю, что нет, она не утонула. Елена, мне все равно кажется, что-то с ней произошло. Или ее украли как-то, каким-то образом. Назар, может быть, ее специально куда-то подвел, привел. Кто-то, может быть, ее поджидал. Может быть, охранники или кто-то, какие-то люди. Ну, что-то с ней произошло, но не утонула она точно. Как она могла после душа пойти опять в море? Мне кажется, это вообще нелогично, и она не глупый ребенок, чтобы пойти опять еще раз в море. Предположим, что вот это как бы несчастный случай, и она утонула. То есть она возвращается из душа зачем-то в море, причем не там, где ее телефон и вещи, а куда-то в другое место зачем-то она идет, Елен, и там тонет. Там очень много было народа. Когда ребята начали бегать, там, говорят, даже как бы к морю, чтобы пройти незаметно, зайти в море, говорят, это невозможно было. Там очень много было народа. Лариса расспрашивала Назара. Вдруг он вспомнит еще какие-то важные детали. Но он, по мнению Ларисы, только все больше запутывал картину той самой ночи. Я ему просто задала вопрос, почему ты ее не подождал? На что он мне ответил, я замерз, пошел вперед. Она еще мылась в душе. Хотя в уголовном розыске сказали, есть камера, он вперед, она за ним. Это уже идет разногласие. Потом ему задают вопрос, Назар, Юля могла утонуть? Он говорит, нет, я думаю, что нет. Я ему говорю, ну говорят, что в реке она могла утонуть. Он уже третью версию. Ну да, мы шли по песку, она шла за мной, ближе к речке, если только оступилась. Вот у него 3 версии. Я просто не знаю, какой верить. Как раз таки на следующий день нам начал звонить назад, то, что якобы его, то, что там кого-то забрали в какое-то Лазаревское, там, не знаю, СИЗО или что, там, полиция. Мы такие думаем, ну, значит, он что-то сделал, раз так полиция решила сразу же взять. И к вечеру в итоге он нам звонит, говорит, все нормально, то, что его отпустили. Вроде бы каким-то боком мамина подружка или юрист, или адвокат оказалась в Сочи, его отпустили. Мне вот это тоже очень интересно. Так, а Назар проходил полиграф? Ребятам они сказали, Наташе и Данилу, приезжать туда. Они проходили полиграф в Краснодаре. Ну, а Назар проходил у себя в Уфе. И что там можно пройти в Уфе, я не понимаю. Вы знаете результаты исследований полиграфов у Данилы и Наташи и у Назара? Ну, как следователь мне сказал, что у Назара самый правдивый результат. Хотя, когда мы были на передаче, он же тоже проходил полиграф. И полиграф сказал, он не причастен, но он знает больше, чем говорит. Были на передаче, это Лариса имеет в виду федеральное ток-шоу, на котором был и Назар. Съемки были в конце прошлого года. Назар продолжал настаивать, что ничего не знает и не имеет к этой трагедии отношения. Сразу после исчезновения Юли друзья искали информацию и свидетелей через социальные сети. Они выложили пост на странице ЧП Сочи, и вскоре с ними связался местный житель. Позвонил таксист и сказал,
Я видел эту девушку, мимо проезжал улицы Пионерской. Эта девушка была избитая, ее вела другая девушка, и они подходили к дому. Ну, на этой, кстати, улице Пионерской жила вот как раз-таки наша знакомая Вика, которая вот она жила в Сочи, девочка, которая из Абхазии. И как бы я у нее спрашивал, потом тоже аккуратно, говорю, что ты делала вчера? Она говорит, ничего, никуда не выходила. Вот. И ребята подумали, что, может быть, там как-то Вика с ней. Но они тоже это все в полиции сказали, но никто на это внимания не обратил. И дальше ни одного свидетеля, ни одной зацепки. Но основной версией оставалось то, что девушка утонула. Несколько месяцев сотрудники правоохранительных органов ждали, когда тело девушки прибьет к берегу в районе Новороссийска или в Абхазии, но этого так и не случилось. То есть, если вовремя тело не перехватили на данном участке, да, искать его можно уже на большой дистанции. То, что спустя 4 года тело всплывет, шансов уже нету, однозначно. В отличие от истории с Юлей, которая бесследно исчезла прямо на пляже, где было много людей, Алексея Лесина и героя нашей третьей истории Юсифа Гамидова искать не пришлось. Их тела были найдены сразу, на пляже. Но родные этих двух парней, как и мама Юли, не верят, что они просто утонули. Итак, 5 часов утра. Алексей вышел из клуба. До этого он трижды имел неприятную беседу с охранниками. Потом еще чего-то ждал. И вместо того, чтобы уехать на такси, пошел в сторону пляжа. Но в каком он был состоянии? Охранники говорили, что он был очень пьян и не мог связать двух слов. По камерам стоял стакан. Было видно, что стакан неполный, коричневого цвета, но больше он не покупал. Стоял один стакан. На видео, когда его выводят из клуба, Алексей тоже держится на ногах и вполне себе активно разговаривает с охраной. И вот он идет к пляжу. Видно, что временами походка у него не твердая, его слегка заносит. Но это совершенно не совпадало с тем, что увидели родители в экспертизе. Там было указано содержание алкоголя в крови 5 промилле. 5 промилле в крови – это нереальная цифра для любого человека. Ну, чтобы побить такой рекорд, ему надо выпить или литр водки самостоятельно, что это тоже нереально, потому что там вызовет рвотный рефлекс, или 0,5 спирта, чистого спирта. А что, конечно, он это делать не будет, он никогда не пил крепкие напитки. Мы проводили очень много праздников вместе совместные. Он любил праздники, но при мне он никогда не пил ни водку, ни такие крепкие напитки. Мог позволить себе только там пиво, но что-то легкое. Но вот при мне он водку никогда не пил. Конечно, родители могут не знать, что творят взрослые дети в своей компании, сколько могут выпить. Но 5 промилле звучало настолько нереально, что родители Алексея обратились к независимому эксперту. Он сказал, что эта доза смертельная, и самостоятельно выпить человек такую дозу просто не может. Если он или ему вольют эту дозу, он будет просто находиться в коме и передвигаться и двигаться он самостоятельно не может. Но на этом видео Алексей идет вполне самостоятельно, идет один. Никто его не преследует. Но, по словам адвоката Лесиных, вполне вероятно, что позже по этому же маршруту пойдет один из охранников. Сейчас он будет прощаться с девушкой-администратором, и он покинет территорию ночного клуба. По показаниям, которые он дал в органах следствия, в это время он закрывал ночной клуб. Потом сразу же вместе с Аевым и с 2 девушками они пошли гулять, завтракать. В общем, не расставались. На самом деле он уходит один. Спустя 30 минут по тому же маршруту, по которому ушел Лесин. Вот Алексей пропал из зоны видимости этой камеры. Что с ним происходило дальше, можно было бы увидеть на другой камере. Но странным образом, именно в это время эта камера не работала. Она включилась в 7 утра, когда вот там, на середине пляжа, уже лежало тело Алексея. Мы говорим, дайте нам эту же камеру, только хотя бы на полчаса пораньше, на час пораньше.
а ее почему-то нет. Мне вот лично сказали потом, что эта запись пока находится у оперативных работников, и возможности предоставить нам нету. Юрист наш, который нам активно очень помогал, большая благодарность ей, тоже неоднократно выезжала на встречу с следователем. На вопрос предоставить конкретную камеру, он ответил ей по-другому, что камера была сломана именно в то время, когда Алексей проходил и находился вот в этом месте. И вот на уже работающей камере видно, что тело находит пара. Но до их появления там были и другие люди. Здесь находится человек, который впоследствии подойдет к месту трагедии. Все это время он находился здесь. Вот это человек, личность его не установлена и не допрошена. Если гипотетически предположить, что он никакого отношения к происходящему не имеет, то он как минимум точно видел или слышал, что там происходило. Ну вот этот человек, который интересует нас больше всего, но не интересует почему-то органы следствия, начинает движение, точнее продолжает движение к месту происшествия, вглядывается, смотрит, затем включает фронтальную камеру, останавливается, снимает. И спокойно уходит с пляжа. Следователя он не заинтересовал. По версии следствия, мертвецки пьяный Алексей шел вдоль речки. Возможно, оступился, упал и утонул. А дальше тело вынесло на середину пляжа. Или просто решил искупаться, но был пьян, и вот печальный итог. Именно вот это место, здесь вот видно тоже река Мзынта сливается с морем. Предполагаемое место трагедии. Потому что в теле Алексея нашли как пресную воду, так и морскую воду. Было у следователей и объяснение, откуда на спине появились две ранки и следы на одежде, похожие на кровь. После того, как тело нашли, его перетаскивали подальше от воды. Следователь нам объяснил, возможно, это царапина, полученная при трении об камушки или об ракушки. Но если внимательно посмотреть, рана эта находится в впадине в районе позвоночника. Чтобы там обтереться, это нужно хорошо или прогнуться, или действительно задеть каким-то там предметом, чтобы попасть вот именно в эту впадину. У меня была версия такая, как будто ему или сделали именно укол в этом месте, или действительно там было воздействие электрошокера. Но следователь сказал, давайте подождем заключения, которое длилось достаточно очень долго. Алексея нашли в одежде, в кроссовках, но рюкзак исчез. И телефон тоже. Позже стало известно, что в ту ночь он дважды переводил деньги двум охранникам клуба – 1000 рублей и 3000. Правда, они путались в показаниях, когда именно это произошло. Один из сотрудников сказал, что 3000 Алексей перевел ему, когда уходил из клуба. Но в реальности он сделал это в самом начале, видимо, за то, чтобы пустили в клуб в шортах. А еще 1000 рублей Леша отправил, когда ему сделали замечание. Переводы охранники объяснили так. Им иногда оставляют чаевые, благодарные посетители за хорошие отношения. Обычное дело. Рюкзак Алексея нашли несколько дней спустя, в обратном направлении от места, куда вынесло тело. Вот человек подошел к морю, например, да, искупаться. Он же разденется, он оставит рюкзак. Рюкзак почему-то пропал. И потом уже, когда вот это вот все началось в интернете везде писать, вот это все, мы обращения делали. И он нечаянно через 5 дней обнаружился в Абхазии. Это какая-то сказка, и нереально, чтобы рюкзак с вещами уплыл за 15 километров. На наши вопросы следователю, как это могло произойти, он объясняет, что есть подводные течения, которые могли унести рюкзак и прибить именно в том месте, где он был обнаружен. По мнению родителей, возможно, рюкзак подкинули. В нем лежали ключи от машины Алексея. И вот родителей удивило, что 5 дней в воде не повредили ключи. Когда нам передали ключи от машины, я открыл лично машину без проблем. Ключи были рабочие, сигнализация работала. Родители вместе с адвокатом проводили свое расследование. Папа Леши писал обращения в СМИ и в соцсетях. И как-то историю Лесина увидела в интернете Ольга.
И она поняла, что в этой истории много общего с гибелью ее племянника Юсифа Гамидова. Я искала информацию, мне это не давало покоя, что как это произошло. И я спустя какое-то время увидела, что подобный же случай, также парень высокий, спортсмен, футболист, красивый, попал в такую же ситуацию. Также нашли его тело мертвым. Мне показалось это очень странным. Я даже подумала, что неужели там орудует какой-то маньяк, которому не нравятся высокие красивые парни, или что это вообще такое происходит. Я не смогла промолчать и связалась с отцом Лесина и рассказала, что у нас произошел такой же случай в том же месте. Старший сын в многодетной семье – это всегда большие надежды. У 19-летнего Юсифа 2 младших брата и 2 сестры. Жил парень в городе Орехово-Зуево. Елисей, куда пошел? Елисей. А? Елисей. Яна. Февраль 2021 года. Юсиф приехал на несколько дней в Сочи, просто развеяться, отдохнуть. Открытый, общительный, веселый. У него много интересов, причем самых разных. Он всерьез занимался шахматами, участвовал в турнирах, а еще любил рисовать. И в то же время был очень спортивным. Много лет занимался боксом, побеждал на соревнованиях. В общем, Юсиф – гордость и надежда большой семьи. И вот наступил последний день отдыха. Он просто гулял. Мы у него спрашивали: Юсиф, ты купался в море? Он говорил: нет, конечно, потому что холодно, и вода холодная, и он в куртке был, в теплой. Потому что это был февраль месяц. 8 числа в 10 часов у него был билет на поезд в город Саратов. Он должен был ехать туда, к тете, к нашей. 7 февраля Юсиф в 2 часа 30 минут позвонил мне на телефон и попросил деньги. Я спросила: на что тебе деньги? Он ответил: просто купить покушать. Я ему перевела деньги, а он в этот момент он находился на железнодорожном вокзале. Ему оставалась ночь подождать до поезда. Ольга перевела племяннику 1000 рублей. Позже станет известно, что переждать время до поезда Юсиф решил в ночном клубе в Адлере. В 6 часов 21 минуту утра он позвонил папе. Отец трубку не взял, потому что он спал. Записалось голосовое сообщение, которое потом пришло отцу. И мы прослушали, где играла громко музыка. Было понятно, что это ночной клуб. И было слышно, как Юсиф говорил, что помогите мне, пожалуйста, там мои вещи. А ему в ответ кричали, что мы закрылись, мы закрылись. Он просил помощи, и это вот последнее, что было от него. Мы сначала предполагали, что он сел в поезд, просто нам не позвонил, потому что, возможно, у него село зарядное устройство. Потом я подумала, что, может быть, он уставший был, и он уснул. Телефон Юсифа не отвечал. Родители написали заявление в полицию, и парня стали искать. А где-то через неделю сообщили, что вообще-то есть одно неопознанное тело, которое нашли на пляже еще утром 7 февраля. Молодой мужчина, вообще без одежды, голый. Но по возрасту он не очень совпадал с Юсифом. И нам отправили фотографию, где мы сразу опознали, что это Юсиф. Он лежал на берегу моря, на камнях, без одежды, в окровавленном лице. Когда увидели, сначала это был шок, как это вообще могло быть. В морг поехал отец Юсифа. И когда он увидел окровавленные раны на его лице, он спросил, что это такое, на что ему ответили, что его так доставали из моря.
Конечно, это было удивительно, что текла прям кровь. Как будто бы просто кто-то по лицу его ударил. В полиции сказали, что когда доставали тело, его оцарапали о камни. Но была судебно-медицинская экспертиза, где было сказано, что, я вам сейчас зачитаю, данные повреждения причинены действием твердых тупых предметов, либо при ударах о таковые предметы в момент, близкий к наступлению смерти и сразу после наступления. Перечень этих самых повреждений довольно длинный. В экспертизе они не подсчитаны, указано множественные по всему телу. Следствие объяснило, как и в истории с Лесиным, что тело вытаскивали по гальке, и нет никакого криминала. Более того, у полиции была версия, что Юсиф вообще-то сам решил все закончить. Он никогда не пытался, никогда об этом не говорил. Он знает, насколько это больно для всей семьи будет, как отец принесет. Это его первенец, это первый его сын. Это был шок, что с ним такое произошло. Это было неожиданностью, потому что в его планах было вот погулять в Сочи. Он бы просто пока гулял, пока он ничем не занят. Он был не женат, детей не было. У него были серьезные отношения с девушкой. Они расстались, и поэтому его ничто нигде не держало. Он мог ездить где захочет, когда захочет. Нам следователь сказал, что, возможно, он был наркоманом, и он просто бросился в море. Мы ему сказали, что он у нас не употреблял, это 100%, потому что он занимался спортом. Поэтому мы точно знали, что он не употребляет. И, как показала медицинская экспертиза, что в крови не обнаружено наркотических препаратов. В крови был алкоголь, количество которого соответствовало средней степени опьянения. Причем на том этапе, когда он уже выводится из организма, можно и такое определить. Проще говоря, человек уже трезвеет. Версия в начале, вот когда сказали, что это похоже, как будто бы это наркоман просто побежал. Потом, что он просто хотел искупаться, и, видимо, у него судорога. Но почему-то он до этого не хотел купаться днем, когда было солнце. Когда все спрашивали, у него родственники, пробовал вообще в воду там заходить. А тут он утром, когда нет солнца, когда еще холодно, когда дует холодный ветер, он почему-то без одежды решил искупаться. Конечно, нам это показалось странным, и никто в эту версию не поверил, что он сам хотел искупаться. Юсиф любил плавать. Он в бассейн часто ходил, он плавал, он хорошо плавал. Но он теплолюбивый парень. Он бы в тепленькой водичке бы поплавал, не в ледяной. Следователь нам пояснил, что вещи нашли на берегу разбросанные. На нем были часы, с которыми он никогда не расставался. Эти часы ему подарила его девушка, и он даже когда принимал душ, он их не снимал. И тут он даже их снял. Вещи были разбросаны на пляже, как будто бы он бежал и при беге снимал и бросал. Человек, который решает искупаться перед дорогой, допустим, освежиться, он аккуратненько на берегу складывает свои вещи, так как он знает, что он сейчас вернется, и ему их снова надевать. А Юсиф был очень бережливый к своим вещам. И вот так вот просто кинуть, это было не в его характере, не в его стиле. Подумали, что что-то произошло, что-то неприятное, непредсказуемое. Это было большое горе в нашей семье. И было сложно даже с друг другом говорить об этом. Мы боялись лишний раз с мамой заговорить, чтобы не расстраивать. Лишний раз об этом заговорить с отцом, чтобы он не впал в уныние. Родителям Юсифа и сегодня, а прошло уже 5 лет, слишком больно говорить о тех событиях. Поэтому интервью нам дает тетя Юсифа. Ольга тогда, в 2021 году, когда семья переживала острое горе, пыталась добиться серьезного расследования. Но в итоге в возбуждении уголовного дела было отказано. Камеры нам не предоставили. Я связывалась со следователем.
На что он мне ответил, что он дал такое распоряжение майорам, чтобы они проверили камеры. Я позвонила этим ребятам, на которых мне указали. Эти ребята сказали, что следователь нам не давал такого поручения. Видео с камер нам не предоставили. Хотя там есть веб-камера, которая работает круглосуточно, 24 часа в сутки. Там видно практически полпляжа. Рюкзак, документы и телефон не нашли. Прошел год, и вдруг бабушке Юсифа позвонили с его телефона. В этом платье она отмечала свои 17 лет. Я ее даже не стирала эти 4 года, пытаюсь уловить ее запах, но мне кажется, уже все проходит. Духи ее, каждый раз снимая ее, прижимая к себе. В комнате Юли как будто видишь, как еще вчерашняя девочка взрослеет. Вот Мишка по имени Бублик, с которым Юля спала с детства. А это уже из студенческой жизни. Учебники, медицинский халат для занятий в колледже. Юля говорила маме: стану врачом-косметологом, и ты у меня в 60 лет будешь выглядеть на 40. При всей своей рассудительности и серьезности Юля оставалась доверчивой и открытой. Ну, она, конечно, была как бы и с характером, ну, можно сказать, с оппонентом, ну, и по факту и так далее. То, что она смелая, это да. То есть всегда такая, ну, пробивная, так сказать, была. Если вот надо, у нее цель стоит, то все, вот, ей все равно. Ну, конечно, если она влюбляется, то влюбляется. Но по ней было видно, как бы я ее знал очень давно, там, со школьных времен. По Юле было видно, что она Назара была влюблена. У вас есть сомнения насчет Назара? Есть, потому что он был с ней последний. Просто так, по своей воле, она никогда в жизни никуда не сбежит. Я этому ни за что не поверю. Я 1000000% знаю, что она никуда по своей воле не уйдет. А есть такая версия, что она ушла сама? Мне просто следователь как-то задал вопрос, а может быть она убежала, а может быть ей что-то не хватает, а может ей не хватает денег, а может у нее нету что одеть. Я сказала, нет, такого даже быть не может. Лариса, так к чему вы сами склоняетесь? Я считаю, что ее похитили. Или как бы он ее куда-то, Назар. Я очень хочу, чтобы его на полиграфе, только не в Уфе, может быть, какие федеральные следователи, чтобы его допросили, не в Уфе. Мне кажется, что он или ее куда-то привел, отдал, ну не знаю как-то, или ее кто-то присмотрел. Девочка выглядит постарше 17 лет. Внешне приятная, высокая, длинные волосы. Может быть, кто-то решил, что вот ее украдут, продадут и тому подобное. Я думаю, что она в каком-то рабстве. Я уверена, что она жива. Родители Алексея отправили вещи сына, на которых увидели бордовые пятна, на экспертизу в Сочи. Долго ждали результат. И, наконец, пришел ответ. Они сказали, нет, это не кровь. А что? Неизвестно что. Мы сдавали вещи на экспертизу только на кровь. Я вообще удивляюсь. Вот сами мы отдали же эту футболку, и все уже, мы сказали, верните нам. А они говорят, нет, мы уже там все вырезали. Я до сих пор жалею, зачем мы эти улики отдали, вот эту футболку. Джемпер, который были отчетливо видны следы крови. Хотя они сначала сказали, это, наверное, томатная паста. Я говорю, какая томатная паста? Вы посмотрите, вот даже на видео видно, что футболка белая. Леша ни за что грязную футболку не оденет и не пойдет. Когда мы осветили всю информацию и попросили свидетелей, которые что-то либо знают о ситуации нашей, с нами связалась девушка и рассказала историю, которая произошла днем ранее. Команда Алексея также днем ранее находилась, ну, не в этом же клубе, но в этом же развлекательном центре, где также находится много очень клубов. И Алексей разговаривал с двумя девушками на веранде клуба. К ним грубовато зашел и встрял в разговор
один молодой человек. На что ему ответили: ну, почему ты лезешь в нас разговор, видишь, мы разговариваем. После этого, через какое-то время, он уже подошел не один, а с группой молодых людей. Они, как представились, охрана развлекательного центра. Они оттеснили Алексея. И этот молодой человек уже стал разговаривать с девушками и сказал: вот видите, на что я способен, и предлагаю вам сегодня, достаточно такое жестковато, выехать со мной, проехать со мной и быть со мной. Этот молодой человек представился, со слов девушки, сыном хозяина одного из ночных клубов, насколько я знаю. На что девушки ему отказали, но конфликт не пошел дальше. Вот такую ситуацию нам рассказала девушка. Был такой инцидент ранее именно с охраной клуба. Родители вместе с адвокатом проанализировали все видеозаписи и показания свидетелей. И, по их мнению, события той самой ночи могли разворачиваться так. Я думаю, что у Алексея был какой-то конфликт. Хотя охранники говорят, что они там ни при чем, они ссылаются на молодых людей, 2 парня, 2 девушки, с которыми у него был конфликт. Причем в деле показаний этой пары так и мы не увидели. Я увидел только по записи видеокамеры, что у него был именно вот разговор на повышенных тонах с охраной. Охранникам, я считаю, не составит большого труда пройти незаметным и уничтожить потом впоследствии камеру видеозаписей. Где у него там был... наверное, скорее всего, продолжение конфликта. Возможно, было воздействие какой-то там электрошокера. И впоследствии, когда он был без сознания, возможно, влили в него тот алкоголь, который показан в заключении. Затем его наверняка там выбросили или в реку, там, потому что достаточно такое темное место, неосвещенное. Но его впоследствии, может, прибило к берегу. Рюкзак, соответственно, они могли взять с собой и скинуть в другом месте. Моя версия такая. Когда Ольга узнала про историю Лесина и про предположение родителей, что сын перед смертью получил удар электрошокером, то и здесь нашла общее с историей гибели ее племянника. Раны были похожи. У Юсифа было в районе шеи красное пятно. И у Лесина, насколько я знаю, что на спине у него как будто был прокол, как будто бы шилом тонким. Что-то так было похоже. Возможно, тоже электрошокер. И я узнавала, как работают электрошокеры. Электрошокеры работают даже на расстоянии. То есть даже не обязательно близко-близко подойти к человеку. Можно просто нажать на кнопку, и человека можно вырубить. Я даже ездила сама в город Сочи. Проживала в этом же месте, где все эти события происходили. Я ходила, все смотрела. Камеры, они на каждом шагу. Возможно, есть такие точки, где не пересекается. Возможно, преступники и работают, зная эти места. Он не из робкого десятка. Он также в этом городе себя чувствовал, как у себя дома. Он также не думал, что может что-то произойти плохое с ним. Он не побоялся ночью поехать в другой район, поехать в клуб, отдыхать, веселиться, знакомиться. Он не боялся. И в этом он с Лесиным похож, что он таким же был. Но доказательств, что смерть криминальная, так и не появилось. Не нашли и рюкзак с вещами, документами и телефоном. И вдруг, год спустя, бабушка Юсифа увидела пропущенный вызов от внука. Мама не ответила, потому что было поздно. Далее она перезвонила, и ответил мужчина и сказал, что это охранник торгового центра. На что мы спросили: а как вы вообще попали к нам, как вы позвонили? А он: это вообще звонила моя девушка с телефона, это был не я, она просто заревновала. И мы так поняли, что телефон оказался у этого парня, потому что в контактах он бабулю подписал как Б. Ира. И, видимо, девушке стало любопытно, что это за Б. Ира, и она перезвонила. Связывались с этим человеком, связывался отец, на что он сказал, что: извините, дядя, я не при делах, я ничего не знаю, я ни в чем не виноват. Звучит достаточно странно, и очень даже странно, что вообще этот звонок
поступил. То есть люди как бы сами запутались, что это чужой телефон, это чужие контакты. Спросил бы, а что у вас такое произошло? Ой, как интересно, а я вот такого слышал, не слышал. А тут человек работает на пляже, и он не при делах и ничего не знает. В дальнейшем мы вышли на его страницу и увидели, что у него такие же шлепки, какие у Юси были в рюкзаке, в вещах, которые были не найдены, которые пропали. Возможно, это совпадение, но много слишком совпадений не бывает. Я могу предположить, что он мог познакомиться с девочкой, прийти туда. Это вообще легко. Я даже уверена, что он туда не один пошел, а встретился, познакомился с девочкой. Возможно, она, увидев этот фильм, не постесняется и расскажет нам, что она видела, что слышала, что произошло там. Будем очень благодарны за любую информацию. Я думаю, что все знают. И этот случай не единичный. Поэтому я очень надеюсь, что кто-то видел и не побоится, расскажет, напишет, что что-то такое было, может быть, что-то подобное у людей было, что-то раскроется и помогут нам добраться до правды, до истины. Мы очень в это верим, надеемся. Действительно, это не единичные случаи, когда происходили трагедии на этом пляже и на соседних. Вот, например, в 2016 году в той же реке Мзымте было найдено тело мужчины. Находили тела молодых людей в 2019, 2021 и 2023 годах. Возможно, тут нет никакой связи и действительно просто несчастные случаи. Не буду делать выводы, просто называю факты. Была история и с загадочным исчезновением. В Адлере пропала Ксения Мешкова. Правда, она местная девушка. Пошла в гости и исчезла в районе все той же реки Мзымта. Ее ищут уже 13 лет. У нас были очень теплые, душевные отношения. Юсиф относился ко мне очень уважительно, называл меня тетушкой, тетя Олечка. Не просто тетя или там тетель, а он называл меня тетя Олечка. Спасибо вам, тетушка. За что спасибо, мой хороший? За все, милая тетя, прекрасная тетя Оля. Люблю тебя очень, а я вас. А это любимая фотография у Лёши. Тут Лёша с Викулей и Сережа Николаевич с Лёшей, когда маленький был. Как будто одно и то же лицо и черно-белым, а тут в цветном исполнении. Мы уверены, что в деле есть большие недоработки. 2 раза дело под контроль брал управляющий Следственным комитетом Бастрыкин. Но я уверен, что до него не вся информация доходила. Я надеюсь, что именно благодаря СМИ или общественности мы еще раз достучимся до главы Следственного комитета России, и он все-таки доведет наше дело до конца и досмотрит, и мы узнаем правду гибели нашего сына. Прошло уже 2 года, и, знаете, боль вообще не утихает. И вообще вот это горе помогла пережить мне внучка Викули. Мы при ней даже, не смели даже показывать свои слезы. И вообще вот спасибо ей, спасибо Лёше, что он нам оставил Викулю. Еще у нас есть дочка, младше Лёша, тоже вот она нам тоже как-то облегчила маленько. А Вика до сих пор вот ждет папу и верит, что он вернется, и загадывает желание на Новый год, чтобы папа вернулся. Юлию Агиенко продолжают искать. Уголовное дело то приостанавливали, то снова открывали. В конце прошлого года Ларисе позвонили следователи. Вроде бы сейчас они начали что-то делать, но все равно пока сдвигов я не вижу. Вот прямо сейчас, да? Меня и маму вызывали в Следственный комитет, там спрашивали, допрашивали.
что мы думаем, как все могло произойти. То есть дело сейчас открыто и ведется следствие? Вроде бы открыто ведется следствие. Мне следователь сказал, что Юлина ДНК сравнивали. Вроде бы они связались с Интерполом, что среди мертвых, утонувших не совпадает с Юлиным ДНК. Я ему сказала, значит, она не утонула? Ну, пока никто не ответил. Лариса, а вот сейчас уже прошло 4 года? Да, 4 года, Елена. Вот эти 4 года, они какими для вас были? Можете найти слова для описания? Я не живу, а существую, Елена. Я каждый день встаю и молюсь, Господи, дай Бог нашелся мой ребенок. Я ее очень жду. Не знаю, и я уверена, мое сердце все равно подсказывает, что она жива и ей нужна помощь.